Вот странная штука. Есть несколько предметов реальных, построенных за реальные деньги, которые ученые создали и при этом не могут использовать по назначению. Не потому что забыли, а потому что между создать и применить оказалась пропасть, которую никто толком не просчитал заранее. Я несколько раз натыкался на один из этих примеров, откладывал, думал, понятно, задержка финансирования. Потом наткнулся на второй пример, на третий. И постепенно стало понятно, что это не случайность. Это целый класс ситуаций, где наука умеет делать что-то прежде, чем понимает, как с этим жить. Сегодня 3 таких случая. Разные по масштабу, по цене, по причинам. Начнем с самого маленького. В ЦЕРНе, на границе Франции и Швейцарии, физики умеют делать антиматерию. Не в теории, в лаборатории, прямо сейчас. Антипротоны получают так. Берут пучок протонов, разгоняют до высоких скоростей и врезают в блок металлического иридия. Из миллиона столкновений примерно одно дает античастицу. Потом ее замедляют в специальном накопительном кольце, охлаждают почти до абсолютного нуля и ловят в магнитную ловушку. Потому что если антиматерия коснется стенки камеры, мгновенная аннигиляция. За все время работы ЦЕРН накопил суммарно меньше 10 нанограммов антивещества. Нанограмм – это миллиардная доля грамма. Если взять все, что было произведено за десятилетия, и разрядить в один момент, выделившейся энергии хватит на то, чтобы питать лампочку в 60 Вт. 4 часа. 4 часа света. Это все. А теперь понятен парадокс. Аннигиляция – теоретически самый плотный источник энергии, который существует в природе. Грамм антивещества с граммом обычного вещества дает выброс, сравнимый по мощности со взрывом атомной бомбы. Но произвести этот грамм, по оценкам физиков ЦЕРН, при нынешних технологиях это потребовало бы десятков триллионов долларов. Причина простая. Для получения одной античастицы нужно вложить в ускоритель энергии в миллиарды раз больше, чем она отдаст при аннигиляции. Это не проблема цены, которую решит масштаб производства. Это физика процесса. Тогда зачем вообще? Ради вопроса, который стоит за антивеществом. После большого взрыва материя и антиматерия должны были возникнуть в равных количествах и немедленно уничтожить друг друга. Но мы из чего-то состоим, а значит, небольшой перекос в сторону обычного вещества где-то все-таки был. Где именно? Да, неизвестно до сих пор. В 2023 году группа Альфа в ЦЕРНе подтвердила, антиматерия падает вниз под действием гравитации так же, как обычное вещество. Не отталкивается, а именно притягивается. До этого момента это тоже было открытым вопросом. В мае 2025 года ученые провели генеральную репетицию транспортировки. Переместили магнитную ловушку с частицами на несколько километров внутри кампуса. Пока это были обычные протоны. Но принцип проверен. Антиматерию, возможно, скоро смогут перевозить между лабораториями, потому что некоторые эксперименты просто невозможно провести на одной площадке. Кстати, рекорд удержания отдельных античастиц в ловушке – около 405 дней. А вот нейтральные атомы антиводорода, нужные для ключевых измерений, удерживали максимум 17 минут. Магнитное поле не действует на нейтральный атом, и это принципиальное ограничение. Нельзя использовать не значит бесполезно. Позитронно-эмиссионная томография в онкологии работает именно на аннигиляции позитронов внутри тела пациента. Каждое ПЭТ-сканирование использует то свойство антиматерии, которое делает ее такой интригующей физикам, только не как источник энергии, а как прицел для наблюдения. Следующая история уже не про нанограммы, а про сооружение весом 23 тысячи тонн на 180 гектарах в Провансе. ИТЕР – международный экспериментальный термоядерный реактор, который строят 33 страны, включая Европейский Союз, Россию, Китай, Индию, Японию и США. Задача – доказать, что реакцию термоядерного синтеза, ту самую, которая горит внутри Солнца, можно запустить в контролируемых условиях с положительным энергетическим выходом. В июле 2024 года объявили, один из ключевых этапов строительства завершен. Реактор, по сути, достроен. Первый запуск плазмы, по новому официальному графику, ожидается не раньше 2036 года. Полноценная работа с рабочим топливом в 2039. 15 лет между достроен и работает.
Почему? Первый слой – технический. При монтаже нашли дефекты в ряде компонентов. Руководитель проекта Пьетро Барабаски сказал прямо: даже без брака первоначальные сроки выдержать было нельзя. Сборка оказалась сложнее, чем рассчитывали при проектировании. Бюджет вырос с 5 миллиардов долларов до 22, и еще 5 запросили дополнительно. Это не просто перерасход. Это сигнал, что у 33 стран разное понимание, кто за что отвечает и в каком темпе работать. Задержка не только инженерная. Она отражает политическую механику большого консорциума. Но есть третья проблема, которую в большинстве текстов про ИТЕР почти не упоминают. А зря. Реактор будет работать на смеси дейтерия и трития. Дейтерий получают из воды, с этим нет проблем. С тритием совсем другая история. Мировые запасы трития сегодня составляют несколько десятков килограммов, с учетом военных и гражданских запасов. Килограмм стоит около 33 миллионов долларов. И ИТЕР, по собственным расчетам, планирует использовать почти весь доступный мировой запас в ходе своих экспериментов. Здесь логика разваливается на ровном месте. Для работы 1 гигаваттной термоядерной электростанции в год нужно около 55 килограммов трития. Весь мировой запас. Несколько десятков. Где второй реактор возьмет топливо? Ответ. Реакторы должны будут сами производить тритий, облучая литий нейтронами прямо внутри камеры. Называется бридинг. Существует в теории и небольших экспериментах, но ни разу не реализовано в промышленных масштабах. Выходит, термоядерная энергетика держится на технологии, которую еще только предстоит разработать. И ИТЕР отчасти строится именно для того, чтобы эту технологию проверить. Если вам интересно следить за тем, где реальные данные расходятся с тем, что пишут в заголовках, подписывайтесь. Здесь именно такой подход и есть. Пока международный консорциум разбирался с дефектами, в термоядерную гонку зашли частные компании, и некоторые движутся заметно быстрее. Commonwealth Fusion Systems, выросшая из Массачусетского технологического института, в 2021 году создала сверхпроводящий магнит с индукцией 20 Тесла. Примерно втрое мощнее, чем в ИТЕР. В январе 2026-го компания объявила о начале строительства демонстрационного реактора Spark. Первую плазму рассчитывают получить в 2027 году. TAE Technologies из Калифорнии идет по совсем другому пути и делает ставку на топливо из водорода и бора-11. Если сработает, проблема дефицита трития просто снимается. В 2023 году компания получила на своей установке температуры порядка 100 миллионов градусов, что выше порога для синтеза на дейтерии и тритии. Я бы не торопился с выводами. Частные компании тоже умеют обещать больше, чем успевают. General Fusion в 2009 обещала прототип электростанции через 10 лет. Helion Energy в 2015 полезный реактор за 3 года. Оба раза мимо. Между достигнута нужная температура плазмы и реактор конкурирует с угольной станцией лежит вся инженерия. Удержание плазмы часами, а не миллисекундами. Отвод тепла без разрушения стенок. Стоимость, при которой это вообще имеет смысл. Это отдельные нерешенные задачи, каждая со своим горизонтом. Но давление со стороны частников меняет ситуацию для ИТЕР. Если кто-то получит положительный энергобаланс раньше, страны-участницы начнут думать, зачем они платят взносы. Теперь третья история, где граница между работает и полезно, тянется прямо сквозь машину. Квантовые компьютеры. В обычном компьютере бит – это 0 или единица. Кубит до измерения находится в суперпозиции. Одновременно оба состояния с какими-то вероятностями. Это позволяет параллельно перебирать огромное количество состояний. Для определенных задач – факторизации больших чисел, моделирования молекул – это принципиально быстрее любого классического вычислителя. В конце 2024-го Google представила чип Willow с 105 кубитами. Компания заявила, он решил специально составленную задачу за 5 минут, тогда как классическому суперкомпьютеру на ту же задачу понадобилось бы время, сравнимое со временем существования Вселенной. Но тут важен нюанс, который в заголовках не помещается. Задача была синтетической, специально подобранной, чтобы показать именно то преимущество, которое у квантовой системы есть. В реальных задачах разработка лекарств, оптимизация маршрутов, криптография. Квантовые машины пока не опередили классические. Не потому что медленные, а потому что декогеренция.
Кубит существует в суперпозиции только до тех пор, пока на него не повлияло ничего снаружи. Никакой тепловой шум, никакое постороннее поле. Малейшее взаимодействие со средой схлопывает суперпозицию. Поэтому квантовые компьютеры работают при температурах ниже 15 милликельвинов. Это в 10 тысяч раз холоднее межзвездного пространства. В вакуумных камерах с многоуровневым экранированием. Классический транзистор работает при комнатной температуре. Кубит требует условий, которых в природе нигде нет. Даже при всем этом время когерентности лучших сверхпроводниковых кубитов – десятки микросекунд. За это время нужно выполнить все вычисления, иначе ошибки накапливаются быстрее счета. IBM в своем роудмапе называла 1000 с лишним кубитов на процессоре Condor. Они есть. Но между кубитов много и вычисления полезны, зазор, который выяснился только при работе с реальными машинами. Ошибки считаются не от числа кубитов, а от соотношения времени когерентности с числом нужных операций. Я бы все-таки не говорил, что квантовые компьютеры не работают. Работают. Прогресс Willow заключался именно в том, что коррекция ошибок наконец пошла в нужную сторону. Чем больше вспомогательных кубитов добавляли для защиты, тем точнее становились вычисления, а не наоборот, как в предыдущих поколениях. Раньше масштабирование усиливало ошибки, теперь начало их гасить. Это принципиальный сдвиг, который произошел. Но между ошибки снижаются при масштабировании и машина решает реальную задачу лучше обычного процессора еще большое расстояние. В декабре 2022 Национальный центр инерционного синтеза в Ливерморе объявил результат, который несколько недель обсуждало все научное сообщество. Лазерная установка НИФ 192 луча, суммарная мощность импульса около 2 мегаджоулей, облучила мишень с дейтерием и тритием и получила из нее 3 мегаджоуля с четвертью, больше, чем вложила в плазму. Это реальный факт. Но вот что опустили большинство новостных текстов. Те 2 мегаджоуля – это только та энергия, которая дошла до мишени. Сами лазеры взяли из электросети. При этом около 300 мегаджоулей. То есть на каждый полученный джоуль термоядерной энергии ушло примерно 100 джоулей электрической. Формулировка «положительный энергетический выход», которая разошлась по заголовкам, описывала один шаг в цепочке, а не всю цепочку. Это не реактор, который производит больше, чем потребляет. Это эксперимент, который подтвердил физическую возможность реакции на этом конкретном уровне. Это ценно само по себе, но это не то, что написали в заголовках. Здесь, в этом разрыве между физическим доказательством и рабочей технологией, и живут все три истории. Каждый из этих проектов начинался с оценки сроков и стоимости, которая оказалась заниженной. ИТЕР планировали за 5 миллиардов, вышло 22 и больше. Квантовый компьютер с практическим преимуществом обещали к началу 20-х годов, пока нет. Российские физики еще в 50-х, берясь за управляемый термоядерный синтез, называли горизонт 15 лет. Не потому что врали, потому что таких данных еще не было. Вот в чем суть. На старте нет данных о проблемах, которые возникнут в процессе. Дефект в компоненте ИТЕР нашли при монтаже, а не при проектировании, потому что только при монтаже стало понятно, какие нагрузки реально действуют на эту деталь. Проблему декогеренции кубитов учитывали теоретически, но реальный масштаб ее влияния на вычисление выяснился экспериментально, когда машины уже работали. Это не некомпетентность, это механика сложных систем, которую строят впервые. И все три технологии зависят от смежных, которые сами еще не готовы. ИТЕР нужен бридинг трития. Квантовым машинам нужен программный стек с промышленной коррекцией ошибок. Экспериментам с антивеществом нужны ловушки, которые можно перевозить и стыковать. Пока хоть одно звено не готово, вся система остается в режиме «создали», но использовать нельзя так, как хотели. Но вот что видно за этими задержками. Все три примера уже дают пользу. Просто не ту, которую описывали в пресс-релизах. ИТЕР заставил несколько стран с нуля отстроить производство сверхпроводников. Россия воссоздала для этого целую промышленную кооперацию. Индия изготовила криостат без аналогов в строительной практике страны. Квантовые компьютеры уже используются в моделировании химических соединений. Медленнее, чем обещали, но в ряде задач точнее классического моделирования. Антипротоны в ЦЕРНе изучают как инструмент точечного воздействия на раковые клетки. Это не готовое лечение, но реальное исследование. И ПЭТ-томография работает именно на аннигиляции, каждый день и в каждой онкологической больнице.
Есть хорошо известная шутка о том, что термоядерная энергетика всегда будет через 20 лет. По-моему, она чуть упрощает картину. Когда смотришь на данные, не заголовки, а конкретику, про запасы трития, коррекцию ошибок в кубитах, рекорды удержания антиводорода, видно другое. Наука умеет строить вещи, физику которых понимает, но не понимает, как с ними жить. Это нормальная ситуация на фронтире. Никто не знал, что там окажется, пока не дошел. Продуктивный вопрос не «когда наконец заработает», он другой. Что именно мешает прямо сейчас? Физика, инженерия, политика консорциума. Антиматерию как источник энергии сдерживает фундаментальная физика производства. Горизонт там очень далекий. ИТЕР – инженерные дефекты и нехватка топлива. Горизонт измеримый и работа идет. Квантовые вычисления – декогеренция. И прогресс с коррекцией ошибок за последние несколько лет уже другой. 3 разных ответа, 3 разных срока. Если хочется продолжать разбирать вот такие вещи, где между реальным результатом и его пересказом лежит самое интересное, оставайтесь здесь.